Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это четвертая, заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот тигренка. Итак, давайте продолжим наше вязание и уже закончим. Остановились мы с вами на 32 ряду, провязали 14 столбиков без накида темным цветом, 14 столбик не довязали до конца. И возвращаемся к основному цвету. Довязали. Далее до конца ряда вяжем 28 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения 42 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию повторим еще 3 раза. Далее вяжем 1 столбик без накида, но его до конца не довязываем и переходим к темному цвету. Довязали 1 столбик без накида. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вяжем одну убавку. И до конца ряда повторим еще раз комбинацию 5 столбиков без накида плюс 1 убавка. Итак, провязали, новый ряд отметили. Далее темным цветом продолжаем вязать. Вяжем 13 столбиков без накида. 13 столбик не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к основному цвету. Довязываем 13 столбик без накида основным цветом. И до конца ряда вяжем 23 столбика без накида. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 26 столбиков без накида. 26 столбик не довязываем до конца, на нем мы переходим к цвету полосочек. Довязываем 26 столбик без накида темной пряжей. И до конца ряда вяжем 10 столбиков без накида.
Новый ряд отметили. Далее вяжем 14 столбиков без накида. 14 столбик не довязываем до конца. На нем мы будем возвращаться к основному цвету. Довязываем 14 столбик без накида и до конца ряда вяжем 22 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 3 столбика без накида. 2, 3, плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Слегка вытянем петлю и наполним голову игрушки наполнителем. Далее зафиксируем глазки. Расположим глазки между 9 и 10 рядами, если считать от ряда, там, где мы вязали 1 столбик без накида, плюс 1 прибавка. Повторяли мы такую комбинацию 12 раз. Считаем этот ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот между 9 и 10 рядом фиксируем глазки. Если у вас глазки вот с такими крышками, как у меня, которые между глазом и крышечкой не пропускают плюшевую пряжу, чтобы хорошо застегнуться, то предлагаю застегивать их так. Для начала берем крышечку и вот, допустим, я ножничками немножечко расширяю вот таким вот образом вот эту вот дырочку, потому что она немножечко маленькая и сложно зафиксировать глазик. Так, после этого я с внутренней стороны крышечку держу вот так вот защелкиваю. При такой фиксации глазки, конечно, сильно не утопают в вязании. Это мне не очень нравится, потому что такие немножечко пучеглазые получаются глазки. И поэтому я делаю, после того, как закончим вязание, сделаем утяжку, чтобы хоть как-то, хоть немножечко утопить глазки в вязании. У кого крышечки нормальные, нормальными я считаю такие крышечки, которые вот должны быть вот такой вот формы. Они такие вот плоские с бортиками, похожи вот на эти маленькие, только соответственно размера. Вот они подходящие, они хорошо застегиваются, и с такими крышками глазки хорошо утопают в вязании, очень такими становятся миленькими, и при такой фиксации с такими крышками утяжка не нужна. Итак, вытащим немного наполнителя, потом его вернем на место и зафиксируем глазик крышкой. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида, плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Маркер можно уже снять.
Далее провяжем 6 убавочек подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 6 раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной 10 сантиметров. Этим хвостиком стянуть вот это вот отверстие на голове. Как я это делаю, я все показываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Далее пришьем мордочку. Для начала на мордочке нужно зафиксировать носик. Ориентируйтесь по хвостику, который у нас получился в конце вязания. Вот он как бы должен быть в верхней части. И от края считаем не там, где хвостик, а вот от этого края считаем вниз 1. И далее 2, 3. И вот между 2 и 3 фиксируем посерединочке носик. Я уже зафиксировала его. Далее прикладываем к голове игрушки. Прикладываем так, чтобы это было вот прям впритык к глазкам. И на 6 рядах, вот считая от нижнего края глаз, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, на вот этих 6 рядах и пришьем мордочку. Еще в процессе пришивания мордочку нужно будет наполнить немного наполнителем. Итак, берем швейную иглу и швейную нить, сложенную вдвое для прочности. Фиксируем ее узелочком. И пришиваем, подхватывая одну петлю на мордочке и столбик на голове игрушки. И так по кругу. Далее сделаем небольшую утяжку глаз. Вы же делаете это в том случае, если так же, как и я, пристегивали такие вот, как у меня, не закрывающиеся крышки. Итак, берем швейную иглу и швейную нить, сложенную вдвое. Завели иглу у нижнего края глаза. Вытягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик. Заводим через 2 ряда наверх. Далее выводим в том же районе у второго глазика. Далее заводим на 2 ряда вниз, рядышком с глазиком. Выводим вот здесь вот через пару столбиков, тоже в этом же районе внизу, рядом с глазиком. Заводим иглу наверх на 2 ряда. Далее в этом же районе выводим у второго глаза.
Далее на 2 ряда вниз и выводим к хвостику. Помогая пальцами, будем стягивать. Только смотрите так, чтобы вот эти вот ниточки не попали между глазом и вот этой вот блестящей прослоечкой. Так подтягиваем и до нужной утяжечки вот так вот утягиваем и завязываем здесь на узелочке. Далее вышьем вот эту вот полосочку и сделаем такую легкую утяжечку мордочки. Берем швейную иглу с большим ушком, небольшой кусочек плюшевой пряжи в цвет полосочек и заводим иглу, если вот считать от этого края мордочки, один ряд пропускаем, заводим иглу посередине, ориентируясь по носику, выводим прямо у края носика. Подтягиваем и как бы вот так вот хорошенечко стягивая, завязываем здесь на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Слегка вот эту полосочку подтягиваем и как бы прокручивая, чтобы узелочки ушли вовнутрь. Далее пришьем ушки. Берем швейную иглу и швейную нить, сложенную вдвое. Я ее уже зафиксировала. Ориентируясь по лапке ручки посередине, фиксируем ниточку в 9 ряду. Это те вот ряды, в которых мы фиксировали глазки. 9, 10 и вот в 9 ряду фиксируем на расстоянии от глаза где-то 6-7 столбиков. И вот таким вот образом, располагая ушко на 8 рядах, если считать вот этот вот ряд, там, где мы зафиксировали ниточку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот на эти 8 рядах будем пришивать ушко дугообразной формы. Не ровненько, не вот так вот ровно, а вот именно вот так вот, чтобы было ушко такое вот с углублением. И пришиваем так, захватывая все стеночки каждых петель с 2 рядов с оранжевого и с белого. Дошли до второго края ушка. На кончиках и на этом делать желательно несколько стежков для прочности. И теперь по тому же пути в обратную сторону делаем то же самое. Возвращаемся к первому хвостику. Ниточку отрезаем и завязываем эти хвостики на узелочки и прячем вовнутрь головы игрушки.
Второе ушко пришиваем точно так же и далее переходим к оформлению глаза. Для начала берем неплюшевую пряжу коричневого или черного цвета, швейную иглу и заводим иглу, вот ориентируясь по вот этому темному первому столбику, за ним заводим и перед ним выводим. Ниточку подтягиваем, здесь составляем небольшие хвостики. Далее раздваиваем вот так вот ниточку вокруг глаза. И через столбик от глаза заводим прям вот ближе к мордочке. Заводим иглу и выводим в том же районе у второго глазика. Все хорошенечко подтягиваем, но не сильно. Далее здесь точно так же расслаиваем ниточку, обхватываем глаз и в том же районе, как и у этого глазика, заводим иглу, выводим через столбик. Ниточку отрезаем, хвостики эти завязываем на узелочки и прячем вовнутрь игрушки. Далее оформим глазки плюшевой пряжей. Берем плюшевую пряжу в цвет полосочек, заводим иглу там, где мы заводили с неплюшевой пряжей, выводим через столбик. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик и заводим иглу вот в этой части, вот в этой резьбе. Это получается между 10 и 11 рядами. В 9 и 10 ряду мы фиксировали глазик. И вот между 10 и 11 рядами заводим иглу и выводим в том же районе у второго глазика. Подтягиваем ниточку, слегка натягиваем, но не сильно. И далее здесь повторяем, как у первого глазика. Ниточку отрезаем, оставляя небольшой хвостик. И теперь вышьем нижние края. Также заводим иглу в том же месте. Выводим через столбик. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик. И заводим иглу у нижнего края глазика, тут вот рядышком с мордочкой. Выводим в том же районе у второго глаза. Подтягиваем все, поправляем. И заводим и выводим иглу к хвостику. Отрезаем. С хвостиков снимаем плюш и завязываем их на узелочки между собой и прячем вовнутрь головы игрушки. Далее вышьем брови. Я уже начала это делать. Брови вышиваем плюшевой пряжей в цвет полосочек. В 4 ряду, если считать от верхнего края глаз. 1, 2, 3, 4. И на расстоянии друг от друга 3 столбика. Далее оформим усики. Берем швейную иглу и неплюшевую пряжу коричневого цвета или черного цвета, ориентируясь по нижнему краю носика, вот здесь вот через, скажем так, через 2 столбика заводим иглу
И здесь у этого края тоже выводим через 2 столбика. Ниточку подтягиваем. Иголочка нам уже не нужна. Далее расслаиваем эти концы на равные части. Находим заднюю стеночку подходящей нам петли и на ней фиксируем узелочками эти хвостики. Один и два. Достаточно. Вот с этой стороны делаем то же самое. Теперь отрезаем эти хвостики нужной нам длины. Расслаиваем. Усики готовы, осталось нам приклеить язычок и связать меховой воротничок. Для этого берем ворсистую пряжу, основной крючок и набираем цепочку из воздушных петель той длины, которая нам понадобится в обхвате шеи игрушки. Берем тигренка, замеряем. Так, будет достаточно. Далее ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Фиксируем эти хвостики. Находим заднюю стеночку любой подходящей петли. Протягиваем за эту стеночку один из хвостиков. Завязываем на узелочке. И прячем вовнутрь туловища игрушки. Ну что, остался последний штрих. Это язычок. Вырезаем из тонкого розового фетра вот такой вот формы язычок. И приклеиваем. Я, допустим, буду приклеивать горячим клеем вот сюда. Ну вот, наш с вами тигренок полностью готов. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Буду с нетерпением ждать фото ваших работ. Если будете их выставлять в Инстаграме, то указывайте любой из хэштегов, который будет на экране, либо можете присылать мне на электронную почту. Адрес тоже укажу здесь на экране. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Всем пока-пока!